Привет! И ты снова на канале Супер Арбалет. Если ты помнишь, то мы снимали видосы, как собрать классический лук и как его подобрать. А теперь мы приехали к нашему другу Василию в тир. Привет, Василий! Для того, чтобы научиться стрелять с данного лука. Поэтому он сегодня будет нашим личным тренером. Тир Риф, в который мы сегодня стреляем, находится на улице Талалихина в Москве. Тренировать нас сегодня будет Василий. Передаю ему слово, а сам я становлюсь в ряды стрелков. Итак, все просто. Если слушать меня внимательно, научимся быстро. Вот. Рассказываю один раз, а потом 10 тысяч раз повторяю. Первое, с чего мы всегда начинаем, техника безопасности. Мы всегда должны видеть, во что стреляем. Поэтому всегда перед тем, как зарядить стрелу, растянуть лук и выстрелить, убедитесь, что за линией стрельбы никого нет. Если у вас закончились стрелы раньше, чем у всех остальных, не бегите вперед сразу за ними. Подождите, когда они закончатся у остальных. Если у всех закончились, а у вас нет, ничего страшного, не торопитесь, подождут. За стрелами ходим все вместе, возвращаемся все вместе и начинаем стрелять дальше, только когда все вернутся. Понятно? Да. Все. Теперь о технике стрельбы. Линия стрельбы всегда находится между ног. Одна нога у нас будет с одной стороны линии, другая нога с другой стороны линии. И в полоборота к мишени. Вариантов стойки много. Начнем с самого простого. Прямая стойка – это когда мы стоим четко перпендикулярно направлению стрельбы. Ноги в одной плоскости, линия стрельбы в другой. Все ровно. Ноги на ширине плеч, можно чуть шире. Стопы параллельно или можно слегка носки врозь. Сильно не разводите, стрельба из лука не балет. Колени полностью выпрямлены до конца, но без усилия. Мы их там не напрягаем, не зажимаем. Мы просто доводим их до крайней точки и так и оставляем. Бедра. Как стоят ноги, так стоят бедра. Мы их не поворачиваем ни влево, ни вправо относительно положения ног. Все в одной плоскости. И в этой плоскости тоже. Бедра не выпячиваем вперед, не отставляем их назад. Стоим ровно, красиво. Чем более красиво, тем более правильно. Если некрасиво, скорее всего, неправильно. Корпус тоже ровно. И уж, коль скоро у нас положение перпендикулярно стрельбы, то и в плечах, и в груди никакого поворота нет. Есть варианты стрельбы другие. Может быть, мы когда-нибудь их коснемся, но это положение самое простое для начального освоения. Поэтому мы с него начинаем. Поворачиваем голову в сторону мишени. Не подаем ее вперед, не отклоняем ее назад, не заваливаем ее в эту сторону, не заваливаем эту. Как стояли ровно, так ровно ее и поворачиваем. И все. Повернули голову, разводим руки в стороны. Плечи при этом не поднимаем, то есть просто поднимаем руки до горизонтального положения. И сгибаем правую руку в локте, так, чтобы кисть коснулась лица. Вот и все. Это наше основное положение для стрельбы. Итак, ноги на ширине плеч, стопы параллельно, колени выпрямлены, бедра ровно не поворачиваем, плечи в этой же плоскости, голова ровно, поворачиваем в сторону мишени, разводим руки в стороны и правую руку сгибаем в локте, прижимая правую кисть к лицу. Теперь то же самое, да, делаем, но с тетивой. И смотрите. Правая рука должна вот оказаться вот здесь вот под челюстью, как мы сейчас с вами репетировали. А тетива должна будет коснуться лица в двух точках. Подбородок обязательно и кончик носа желательно. Лицо у всех разное, нос у всех разный. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но к этому надо стремиться. Это позволяет вам одинаково всегда располагать вашу руку, да, в одном и том же месте и одинаково располагать всегда голову. Она уже не будет у вас вперед, она не будет у вас назад, влево, вправо, потому что мы ее фиксируем в трех точках. Точка, в которой мы прикладываем руку, и две точки, где мы прикладываем тетиву. Раз.
и обратно. Итак, пробуем. Рука должна оказаться под челюстью, а тетива коснуться подбородка и кончика носа. Здесь хорошо, правильно. Здесь правую руку чуть-чуть пониже. Угу. Голова. Так. Так. Пробуем. Ну, пока хорошо. Так, немного тяжеловат лук. Чуть дальше. Так, чтобы тетива коснулась подбородка. Угу. Ну, примерно. Сделайте так. Ну, откладываем. 2-3 раза, чтобы понять принцип и чтобы научиться попадать сразу одним движением. Раз. И сразу. И рука здесь, и тетива здесь. Одно движение. Когда есть тренер, хорошо. Когда его нет, пользуйтесь зеркалом. Так, что чаще всего случается, когда мы растягиваем лук таким образом? Давай, растяни, приложи. Корпус отклоняется назад. Следите за тем, чтобы он оставался вертикально, ровно. И рука здесь на уровень глаз примерно, да, рукоятку. А кисть, ну, где-то на уровне челюсти оказывается. Вот будет прямое, естественное положение. То есть вспомним, как мы руки в стороны изначально разводили. Так, а плечо вниз. Вот его прям вниз, чтобы вот плечо прям вниз опустилось. Угу. Так, отдай пока тетиву обратно. Давай просто без нее попробуем. Итак, смотри, опускаемся. Становимся ровно. Угу. Так, и теперь смотри, плечо не трогаем, только руку поднимаешь. Вот, не поджимай его. Вот, оставляешь его вниз. Ты понял? Смотри. Плечо на месте, только рука поднимается. Вот. Если плечо вот здесь вот вверх поднимаем, да, оно теряет опору. И лук тебя будет вот так вот сжимать. И тебе придется вот здесь все мышцы напрягать. Если плечо расслабляешь и опускаешь, да, то рука в корпус упирается. Ну, вот, упрись в лук. Нет, упрись в лук. Просто рукой. Я буду давить, а ты не давай мне. То есть дави в обратную сторону. Вот, расслабим. Вот. Видишь, здесь оно жестко, потому что есть опора, упирается в тебя. И ты сможешь в лук также упираться. То есть ты сможешь прям всем корпусом толкать, что будет легче, чем если ты вот только мышцами будешь это делать. Мышцы устанут, и выстрел развалится. Поэтому это первая вещь, на которую стоит обращать внимание. Положение корпуса. Лук бывает тяжелый, и мы компенсируем его вес, отклоняя корпус назад. Лук на вытянутой руке имеет некоторый вес. Вес по ногам меняется, и начинает казаться, что мы падаем вперед, и тоже компенсируем это. И мы уменьшаем рычаг, да, рука становится короче, и как будто бы легче. Если спросить тебя, как ты стоишь, для тебя будет все хорошо. Ты даже не будешь замечать такого положения. Поэтому всегда лучше, если кто-то со стороны посмотрит, или хотя бы есть зеркало, в котором ты себя видишь. Итак, корпус ровно, плечо вниз. Пробуем. Пробуем. Опять чуть корпус вперед. И прям попытайся вот его здесь вниз подтянуть. Сами плечи вот здесь расслабляем. И рука под челюсть вниз. Все, отлично. Вот такое положение. Все, пока отдыхаем. Теперь, как заряжать стрелу? Ну, заряжать стрелу нужно, находясь на линии стрельбы и в том направлении, куда мы собираемся стрелять. И после того, как вы убедились, что там никого нет. Плохо заряжать стрелу за спиной у остальных стрелков. Как минимум невежливо. Но мы здесь говорим о безопасности. Поэтому сначала вышли, встали на линию стрельбы, и только потом достаем стрелу и заряжаем, убедившись в отсутствии других людей за линией стрельбы. Угу. Какие еще бывают ошибки? Люди заряжают стрелу так, что небезопасно для окружающих. Или так. Люди заряжают стрелу себе в ногу.
Это вообще недопустимо, потому что нога своя, ее жальче всем. Вот. Иногда бывает в глаз или в потолок. По-всякому. Кому как удобно. Старайтесь заряжать правильно. В том направлении, куда мы собираемся стрелять. Достали, ставили. Здесь на тетиве у нас специальные отметки, которые позволяют заряжать стрелу всегда в одно и то же место. Если отметки две, заряжаем между ними. Если одна, как здесь, заряжаем под нее. До конца, до упора, до щелчка. Раз. И проверили, что она здесь зафиксировалась. Отдельно хочу рассказать про оперение. Одно перо часто выделено другим цветом. То есть два одного цвета, одно другого. И это не просто так. Это помогает вам быстро, визуально определить, правильно вы зарядили стрелу или нет. При правильной заряженной стреле, при вылете, за рукоятку у нас ничто не задевает и ничто не портит ваш выстрел. Если мы заряжаем стрелу неправильно, она цепляет ведущим пером за рукоятку и слегка отклоняется. Так вот, ведущее перо как раз всегда выделено другим цветом, для того, чтобы мы, когда заряжали, видели его. Если мы его видим, вот оно с нашей стороны, здесь, с внешней, стрела заряжена правильно. Оно еще как раз в сторону смотрит. Если мы здесь не видим ничего, скорее всего, наше ведущее перо с другой стороны. И нужно просто вытащить стрелу и зарядить правильно. После того, как вставили здесь стрелу до упора, проверяем, чтобы она лежала у нас на полочке. Можно сразу класть на полочку и заряжать сюда. Можно сначала заряжать сюда, потом класть на полочку. Разницы никакой. Главное, где отметка, до упора, пером к себе и на полочке лежит. Хват. Как правильно держаться за рукоятку? Здесь ничего сложного нет. Рукоятка анатомической формы позволяет брать лук только в одном месте. И в этом уже плюс. Главное, чтобы ваша рука была свободна и расслаблена. Тогда она займет правильное положение. На что здесь нужно обратить внимание? Вся рукоятка у нас должна уместиться вот здесь, в основании большого пальца. Мы не хватаем рукоятку всей ладонью, вот так вот, да, и не душим лук изо всей силы, как будто мы его ненавидим. Здесь вот эта часть ладони у нас не участвует в стрельбе из лука. Она у нас просто свободно висит в воздухе. Пальцы придерживают рукоятку спереди и только так. Если положение правильное, они дальше и не достанут. Если у нас пальцы оказались уже вот здесь, скорее всего, положение руки на рукоять неправильное. С этим мы сейчас потренируемся, поймете, что к чему. Вот. Свободно, легко, просто вставляем руку в рукоять и обнимаем ее пальцами так, чтобы они прихватывали ее спереди. Именно прихватывали, не держали, не хватали. Смысл здесь в чем? Если мы беремся за лук таким образом, то тетива начинает задевать за руку. И первым естественным желанием является руку от тетивы в сторону убрать. Рука съезжает в сторону, и когда мы будем натягивать лук, вся нагрузка приходится вот здесь на большой палец. Да? Будет лук давить на один палец. Здесь придется напрягать излишне запястье, а в момент выстрела рука будет лук забрасывать. И вместо того, чтобы попасть туда, куда вы прицелились, вы попадете куда-то еще. Поэтому разворот кисти вот здесь вот таким образом, да, что костяшки у нас образуют угол 45 градусов, да, выключают часть кисти из оборота, но позволяют, не потеряв хорошего надежного упора в рукоять, убрать, тем не менее, руку. Здесь у нас остается достаточно места, чтобы тетива проходила и руку не задевала. При этом мы все равно уверенно и надежно
упираемся в лук. Здесь так, здесь так. Угу, все верно. И вот эта часть как раз не касается. Все. Рука прямая и четко, надежно упирается. Так, тут верно. Пока опускаем. Здесь. Пока тетиву не натягиваем, будет сложно тебе держать. Мы просто сейчас проверим хват. Угу. Теперь смотри. Чуть-чуть вот так вот, как будто бы поворачиваешь по часовой стрелке кисть. Пальцы вот здесь будут, только спереди. Ну, то есть, если они у тебя съезжают вот туда, вот здесь оказываются, да, то, видишь, рука за ними поворачивается и приближается вот здесь к тетиве. И будет уже задевать. Поэтому, смотри, расслабь. Вот такое положение. Теперь смотри, просто ее сюда вставляем. Вот. И все, и пальцем чуть прихватываешь спереди. Вот. То, что вот здесь вот свободно болтается, ничего страшного. Главное, что вот здесь вот уперся. Да? Хорошо и надежно. Так. Тебя мучить особо не будем. Тебе пока можно и не совсем правильно держаться. Тебе главное надежно вот здесь вот за рукоятку держаться, чтобы она не проворачивалась. Но смотри, сильно не держи, чтобы лук свободно в руке вот здесь вот двигался. Меньше будет уставать, меньше будет натирать. Так, и здесь также. Вот так, сначала расслабляем и просто вставляем ее руками. Все. И вот здесь вот не доворачиваем. То есть вот такое положение оставляем. И вот пальцы держат. И свободнее. Вот тут излишне кисть не напрягаем. Да, и вот лук должен свободно быть в руке. А пальцы все равно его придерживают, чтобы он после выстрела не улетал. Итак, хваты также бывают разные. Бывает средиземноморский, да, когда у нас один палец над стрелой, а два пальца под стрелой. Всего 3 пальца у нас участвуют в хвате. Мизинец, большой палец. Они недостаточно длинные и, в принципе, 3 пальцев с избытком хватает. У нас есть хват 3 под, когда все 3 пальца вместе, и вот здесь у нас под хвостовиком стрелы располагаются. Есть всякие хваты большим пальцем, когда мы стреляем, например, с кольцом и тетиву держим только одним пальцем. Этого мы сейчас касаться не будем, сейчас начнем со средиземноморского хвата. Итак, 1 палец сверху, 2 пальца снизу. Где располагается тетива? В сгибе первой фаланги. То есть кончиками пальцев тетиву удерживать сложно. Приходится излишне сильно напрягать всю руку для того, чтобы ее здесь удержать. И всегда есть риск, что тетива соскользнет чуть раньше, чем вы будете к этому готовы. Слишком глубоко держать тоже не совсем правильно, потому что вам придется потом очень долго вытаскивать оттуда пальцы. Первая фаланга – компромисс между хорошим, уверенным удержанием и достаточно быстрым выстрелом. Итак, 1 сверху, 2 снизу, в районе первой фаланги, и сразу надежно, уверенно пальцы загибаем. Вот наше положение. Раз. Вся остальная кисть расслабленная. То есть пальцы надежно удерживают тетиву. Для этого можно не напрягать ни запястье, ни саму кисть. То есть не хватать стрелу кулаком. И вот здесь как раз видно, почему этого не стоит делать. Даже несмотря на то, что стрела под собственным весом сейчас у нас не висит, как только я начинаю напрягать кисть, видите, она отходит от лука. Это случается и здесь, и очень часто. Люди начинают лук растягивать, да, начинают поджимать кисть или пальцы, и стрела отходит. И им приходится все заново переделывать. Особенно обидно, когда вы уже лук совсем растянули, а стрела раз и падает у вас. Если такое случается, помните, что вам нужно просто чуть-чуть подрасслабить кисть, и стрела вернется обратно. То есть здесь только пальцы у нас работают. Упор.
здесь пальцы придерживают рукоять, чтобы она у нас не выскакивала. Эти пальцы загибаем сильнее. На средний палец больше всего нагрузка, указательный и безымянный чуть меньше, но все равно. Если вы их не загибаете до конца, то придется напрягать потом вот здесь кисть для того, чтобы удерживать тетиву, чтобы она не соскочила. Да? Поэтому сразу лучше загните их поувереннее, а здесь все расслабьте. Большой палец расслаблен, мизинец расслаблен, кисть расслаблена, запястье расслаблено. И получается, от самого локтя тянем под челюсть и плотно прикладываем к подбородку и кончику носа. Хорошо? Пока не стреляем. Угу. Все, чудо. И вот сюда к лицу тянем. Да, хорошо. Все, пока не стреляй. Мизинец расслабляем. Да, годится. И мы подошли к самому главному. Перед тем, как сделать первый выстрел, расскажу немного, как целиться. Сейчас у нас будет простая задача. Просто попасть в щит. Но для этого вы должны понимать, куда направлена ваша стрела. Итак, смотрите. Если есть прицел, хорошо. Если нет прицела, ничего страшного. К прицелу вернемся чуть позже, без прицела. Когда прицела нет, мы используем стрелу, чтобы понять, да, куда же направлена она у нас, куда направлен лук. И здесь есть различные варианты. Первое. Хват в большинстве случаев 3 под. Для того, чтобы стрелу приблизить максимально к глазу. А прикладку также можно изменить. Если мы тянем вот сюда вниз под челюсть, то глаз оказывается слишком высоко. Да? И если здесь мы начинаем целиться по стреле, то в большинстве случаев незаметно для себя, да, мы ее задираем слишком высоко. На короткой дистанции стрела уходит выше щита. Чтобы было проще понять, куда она направлена сейчас для вас, да? Те, кто у нас стреляет без прицела, мы вам изменим немного хват. Правая рука будет не вот здесь под челюстью, а вот здесь вот в районе скулы. Здесь у нас тоже есть косточка, и именно под нее, так же как мы под челюсть прикладывали, мы будем прикладывать нашу руку. Итак, все 3 пальца под стрелой. Угу. И рука четко вот здесь вот под скулу. Все. Здесь стрела начинается практически от глаза. И мы можем вдоль нее посмотреть, куда она направлена. Влево ли она смотрит, вправо ли она смотрит, выше она смотрит или ниже. И когда вы уверены, что она направлена в щит, можно сделать выстрел. Есть вопрос. Да. Как должно вот под эту скулу как прикладываться? Также, если мы прикладываемся под скулу, то мы также тянем тетиву, пока она не упрется здесь в скулу. Или, если у нас есть защита глаз, да, то хотя бы вот в нее не упрется. Если можете стрелять без очков, стреляйте без очков. Итак, здесь прям под скулу, вот сюда под косточку и до щеки. Угу. Для чего это нужно? Для чего мы касаемся тетивой подбородка или, если мы тянем под скулу, касаемся лица? Для того, чтобы растягивать лук всегда на одну и ту же длину. Чем дальше мы растягиваем лук, тем сильнее выстрел. Если мы растянули слабо, стрела может не долететь. Если мы растянули изо всех сил, стрела может перелететь. Чуть меньше, чуть больше также влияет на ваше попадание. Они будут то выше, то ниже. И если есть желание попадать всегда в одно и то же место, нужно контролировать длину, на которую мы растягиваем. Эта рука у нас прямая, и она всегда одной длины. Поэтому важно контролировать только расстояние, на которое мы отводим правую руку, и очень удобно. Если мы касаемся тетивой, значит и расстояние одинаковое. Угу. Вот. Теперь по поводу прицела. Если у нас есть прицел, он позволяет нам настраивать его под каждую дистанцию и под каждого стрелка. Если мы не знаем ни дистанцию, ни лук, ни стрелы, примерно ставим расстояние от стрелы
вот от того места, где мы ее прикладываем, до глаза. Если мы прикладываем под челюсть, одно расстояние. Если мы прикладываем под скулу, другое расстояние. И не спешите сразу стрелять в большие дистанции. Да? Начните с малых. 2 метра, 3 метра, для того, чтобы вы уверенно попадали в мишень. Не боялись промахнуться, не зажимались, да? Не было от этого скованности какой-то или там, чувства неуверенности в себе. Вы должны быть уверены в том, что делаете. Если так, видишь, стрела все ближе, ближе, ближе к глазу. Тебе реально будет легче по ней прицелиться, ты ее прям увидишь, она здесь будет. А если она вот здесь вот под челюстью и еще и палец здесь сверху, она слишком внизу. Стойка. Зарядили, упор. И в зависимости от техники, которую вы хотите, под скулу или под челюсть. Сейчас растягиваем, целимся и просто отпускаем тетиву. Отлично. Первый выстрел. Окей. Отлично. Когда стрелы кончились у всех, можно за ними сходить. Так, после того, как мы сделали первый выстрел, еще немного по прицеливанию. Да? Когда мы целимся вдоль стрелы, здесь все несколько проще. Мы видим, куда она направлена, да? И относительно этого можем понимать, там, влево смотрит у нас лук или вправо смотрит у нас лук. А вот когда мы используем прицел, здесь это не всегда очевидно. У нас есть только мушка. Вот. Если она у нас в центре мишени, мы ее видим в центре мишени, это не всегда значит, что лук смотрит в центр мишени. Лук может смотреть немного влево, лук может смотреть немного вправо, мушка при этом все равно в центре мишени. Нам нужна вторая точка, целик. То, что мы могли бы совместить с мушкой и определить направление, в котором у нас смотрит лук. Второй точкой у нас является тетива. И в этом, собственно, был смысл, для чего мы тянули вот сюда вот под челюсть, для чего мы касались вот здесь подбородка и кончика носа. Если положение головы правильное, то тетива оказывается четко напротив глаза. И мы ее видим. Не очень хорошо, потому что она близко к глазу, она довольно-таки расплывчатая, но тем не менее очертания заметны. И нам остается только совместить тетиву с мушкой. Здесь есть несколько вариантов. Можно прямо сквозь тетиву смотреть на мушку. Наиболее часто применяемый вариант, потому что здесь у нас два в одном. И тетива, и мушка, все вместе. Но есть и недостаток такого способа. Тетива напротив глаза, да, мы ее видим размыто, но она все равно перекрывает нам часть обзора. И мушка не очень четко при этом видна. То есть она как бы в такой дымке получается. Иногда бывает слабая освещенность, иногда бывает не очень хорошее зрение, и это критично. Поэтому тетиву можно располагать либо слева от мушки, либо справа от мушки. То есть мы ее либо прижимаем к левому краю, либо вот здесь зажимаем между рукояткой и мушкой четко. При этом мы видим четко мушку, при этом мы видим тетиву, и она у нас всегда должна быть в одном и том же месте. Если у нас тетива слева от мушки, скорее всего, лук у нас смотрит вправо. Если у нас тетива справа от мушки или вот здесь уже напротив рукояти, скорее всего, лук смотрит влево. Поэтому растягиваем, совмещаем тетиву и мушку по высоте, да? Направляем мушку в нашу мишень и делаем выстрел. Вот и все. Плотно прижимаем тетиву к подбородку и кончику носа. Ищем тетиву, совмещаем ее с мушкой и выстрел. Хорошо. Все, что нам осталось сегодня изучить с вами, это выпуск. Как правильно отпускать тетиву, чтобы выстрелы не разлетались у нас влево или вправо. Здесь тоже есть один маленький нюанс. Когда вы только начинаете стрелять из лука, наиболее простым и понятным является простое отпускание тетивы. Это нормально. Это не совсем правильно, но это позволит вам научиться всем другим вещам. Как правильно упираться, как правильно целиться, как правильно растягиваться, прикладываться и так далее. Когда вы освоили уже все эти вещи, можно переходить к правильному
выпуску. Правильный выпуск – это когда мы не просто открываем пальцы, а как будто бы стягиваем их с тетивы. То есть мы не открываем их, специально освобождая путь тетиве. Мы, продолжая тянуть нашу руку назад, стаскиваем их вот здесь вот назад. В чем смысл? Если мы открываем пальцы, вот мы приложили тетиву и хотим ее отпустить, открываем пальцы, она всегда будет чуть-чуть отходить у нас от точки прикладки. Даже отходя чуть-чуть от подбородка, она уже делает выстрел другим. Чуть больше вы успели открыть, чуть меньше вы успели открыть. Вы это никак не проконтролируете, но ваши выстрелы будут то выше, то ниже. Только из-за этого. Вот. И второе, самое здесь плохое, это то, что тетива всегда будет соскальзывать с пальцев чуть раньше, чем вы их успеете выпрямить полностью. Так как, открывая пальцы, мы напрягаем их, они здесь жесткие, да, то тетива будет за них цеплять. И вместо того, чтобы ровно, да, выскальзывать вслед за стрелой, будет срываться в сторону. То есть дополнительные колебания тетивы, которые также передаются стреле, и стрела уже вылетает, сильно виляя хвостом, и стрелы ваши будут приходить то левее, то правее. Вам очень сложно будет попасть в ту точку, в которую вы целились. Здесь же, стягивая пальцы с тетивы, мы, во-первых, ей не даем отходить от точки прикладки. Вот. А во-вторых, пальцы наши свободные и мягкие. Мы их просто расслабляем, продолжая тянуть руку назад, вот это стягивающее движение. Да? И тетива в какой-то момент просто их отбрасывает в сторону и выходит более-менее ровно. Да, небольшое колебание все равно присутствует, этого не избежать, но оно гораздо меньше, чем то, которое при вот таком выпуске. Напальчник же способствует для того, чтобы были равные. Да, напальчник способствует. Что еще про открывание пальцев хотел сказать. Одинаково вы так никогда не сделаете, даже если будете тренироваться целыми днями. Если вы пальцы стягиваете, то здесь, хотите не хотите, более-менее одинаково будет получаться само собой. Выстрелы будут лучше и кучнее. Итак, приложились, да? И продолжая тянуть руку назад, расслабляем пальцы, как будто бы стаскивая их с тетивы. Но к этому лучше уже переходить после того, как вы освоите все другие элементы. Это довольно сложное движение, и чтобы оно не отвлекало вас от всего остального, оставьте его на потом. Спасибо огромное Василию за предоставленную тренировку. Очень было познавательно и надеюсь, что нашим зрителям тоже понравится. До новых встреч, ребята! И не забывайте подписываться на наш канал.